Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара, и это видео мастер-класс по вязанию цветочной сумки из рафии. По размеру сумочка получается шириной 43 сантиметра и высота вместе с ручками 60 сантиметров. Я связала 143 цветочка для этой сумки. Вообще это был мой самый долгий проект. Но в процессе вязания мне очень понравилось вязать эти цветочки безотрывно. Достаточно медитативный процесс, очень помогает расслабиться и получить удовольствие от вязания. Надеюсь, вам понравится этот видео мастер-класс. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам приятной работы. Для вязания этой сумки я использовала материалы пряжу рафия Испи. Мне понадобилось 3 мотка. В одном мотке 250 метров, 125 грамм. Крючок для вязания номер 4 и для дополнительных работ крючок потоньше номер 3 или 2. Перед началом вязания рекомендую обработать пряжу паром. Открываем моточек, разматываем нитку. Для удобства ниточку можно вот так разматывать. Придерживаем сверху пальчиком и тянем на себя. И таким образом у нас нитка не закручивается. Она будет идти ровная. Затем кладем ниточку на стол прямо под утюг. Можно ставить даже максимальную температуру. Главное, чтобы пар шел хорошо, тогда пряжа не сгорит. И как видите, пряжа сразу расправляется и становится очень мягкая. И так делаем в процессе всего вязания. Либо вы можете сразу весь моток распарить и затем уже из него вязать. Также, если вы будете вязать и в процессе вам покажется, что вы сделали ошибку, вы можете спокойно распустить пряжу. Рафия выглядит очень нелицеприятно в распущенном виде, очень страшно выглядит. Поэтому мы ее просто вот так проглаживаем утюжком, и она у нас становится как новая. Пользуйтесь этим лайфхаком для вязания из рафии. Ну и вы сами можете увидеть, какая большая разница между распаренной пряжей и обычной из мотка. Можете просто вязать из мотка, это уже на ваше усмотрение. Начинаем вязание, оставляем короткий кончик, набираем цепочку 6 воздушных петель. В комментариях я заметила, часто пишут, спрашивают, считать ли первую петлю. Первую петлю мы тоже считаем. Затем вводим крючок в первую петельку, при этом кончик нити проходит у нас под цепочкой. И делаем одну соединительную петлю. Замыкаем кольцом. Затем набираем 3 воздушные петли. Далее делаем 2 накида на крючок. И теперь вводим крючок в колечко, при этом кончик нити придерживаем и провязываем внутри петель. И вяжем столбик с 2 накидами. Опять делаем 2 накида на крючок, вводим крючок в колечко и вяжем второй столбик с 2 накидами. И в третий раз делаем то же самое. Вяжем столбик с 2 накидами. Теперь у нас на крючке 4 петли. Мы все их провязываем одной петлей. Получается у нас 3 столбика с 2 накидами с общей вершиной. Затем не туго вяжем 3 воздушные петли. Вводим крючок в колечко и вяжем столбик без накида. Так у нас готов первый лепесток.
Продолжаем, вяжем второй лепесток, набираем опять 3 воздушные петли. Затем вяжем 3 столбика с 2 накидами. Вяжем их не до конца, придерживаем верхние петли на крючке, чтобы сделать общую вершину в конце. И затем провязываем все петли на крючке одной петлей. Вяжем 3 воздушные петли и в колечко 1 столбик без накида. Так, у нас готов второй лепесток. Далее мы вяжем еще 3 лепестка. Мы связали еще 3 лепестка, теперь у нас есть 5 лепестков. Мы останавливаемся на вершине 5-го лепестка, после того, как мы все петли связали в пучок. Теперь мы переходим на следующий лепесток, вяжем 10 воздушных петель. Далее отсчитываем 6 петель. Вводим крючок в 6-ю петлю. Делаем 1 соединительную петлю. Далее вяжем 3 воздушные петли. Теперь вводим крючок в 1-ю петлю. Вытягиваем 1 петельку, держим ее на крючке. Цветочек перекидываем за крючок между ниткой и крючком. И далее вяжем в кольцо 1 столбик с 2 накидами. Закрываем все петли на крючке 1 петлей. Теперь вяжем 3 воздушные петли. В колечко вяжем столбик без накида. Итак, у нас готов первый лепесток 2-го цветка. Продолжаем. Далее вяжем лепесток точно так же, как в предыдущем цветочке. 3 воздушные петли, 3 столбика с 2 накидами с общей вершиной. Теперь вынимаем крючок из петли, и нам нужно соединить лепестки из разных цветков. Вводим крючок в вершину лепестка из предыдущего цветка. И протягиваем открытую петельку через это отверстие. И затем набираем 4 воздушные петли. Вводим крючок в колечко 2-го цветка. Вяжем столбик без накида. И далее вяжем уже обычные лепестки, еще 3 лепестка. Закончили, связали еще 3 лепестка, итого у нас теперь их 5. Мы опять остановились на вершине 5-го лепестка. Переходим на следующий цветочек. Набираем цепочку 10 воздушных петель. Отсчитываем 6 петель и в 6-ю петлю делаем соединительный стежок. Затем вяжем 3 воздушные петли. Вводим крючок в 1-ю петельку, вытягиваем петлю и держим на крючке. Перекидываем цветок между ниткой и крючком. Вяжем 1 столбик с 2 накидами.
Через все петли на крючке провязываем одну петельку, 3 воздушные петли. В колечко вяжем 1 столбик без накида. Итак, у нас готов первый лепесток третьего цветка. Далее точно так же, как мы вязали второй цветок, вяжем второй лепесток обычным способом, и затем нам нужно будет соединить его с лепестком из второго цветка. Соединяем 2 лепестка из разных цветков. Далее вяжем 4 воздушные петли. Далее вяжем 1 столбик без накида в колечко. И так далее мы с вами продолжаем. Вяжем по 5 лепестков в каждом цветочке. Итого 8 цветков. Итак, мы закончили, связали 8 цветков. Давайте посчитаем. В следующем ряду нам нужно довязать верхние 6 лепестки. Но обратите внимание, что в первом цветке у нас должно быть 5 лепестков, и они у нас уже есть. Поэтому мы просто вяжем цепочку 3 воздушные петли, столбик без накида в кольцо, и на этом у нас заканчивается этот цветочек. Далее мы делаем 3 воздушные петли и вводим крючок в пространство между лепестками из двух разных цветков. Делаем 1 соединительный столбик и затем 3 воздушные петли. Затем 1 столбик без накида в кольцо. И вот обратите внимание, что вот здесь у нас должен будет быть 6-й лепесток. Далее мы вяжем обычным способом лепесток. Три воздушные петли и 1 столбик без накида в кольцо. Итак, у нас во втором цветочке 6 лепестков. Во всех следующих цветках, кроме последнего, тоже должно быть по 6 лепестков. В последнем остается 5 лепестков. Итак, мы с вами продолжаем вязать далее. Цепочка 3 воздушные петли, 1 соединительный столбик между лепестками, затем опять цепочка 3 воздушные петли. Следующее колечко столбик без накида. Далее обычным способом вяжем лепесток. Три воздушные петли, столбик без накида в это же кольцо, и у нас 6 лепестков в этом цветке. И далее мы продолжаем с вами, вяжем еще 4 цветочка по 6 лепестков, кроме последнего. Мы закончили, связали все цветы, кроме первого и последнего, по 6 лепестков.
Далее делаем 3 воздушные петли, соединение между лепестками, 3 воздушные петли и в колечко столбик без накида. И на этом у нас заканчивается первый ряд. Отрезаем кончик нити и далее берем тонкий крючок и прячем кончик нити внутри петелек. Итак, у нас есть всего 8 цветочков. В первом цветочке 5 лепестков. В последнем цветочке тоже 5 лепестков. И во всех остальных цветах, 6 цветах, по 6 лепестков. Далее мы вяжем с вами второй ряд цветов. Точно так же, как мы делали до этого, вяжем 6 воздушных петель, замыкаем в кольцо, соединительный столбик, 3 воздушные петли, 3 столбика с 2 накидами с общей вершиной. Цепочка 3 воздушные петли, столбик без накидов кольцом. И далее мы вяжем точно так же второй лепесток. На вершине второго лепестка мы останавливаемся. Теперь нам нужно соединить лепестки. Мы вводим крючок в лепесток из предыдущего ряда и соединяем их вместе. 4 воздушные петли. Столбик без накидов кольцом. Вот так у нас должно идти соединение. Далее вяжем третий лепесток. Соединяем вершину третьего лепестка в углублении. Это у нас пространство между лепестками из предыдущего ряда. Далее вяжем 4 воздушные петли. Теперь вяжем четвертый лепесток. Соединяем вершину четвертого лепестка с вершиной цветка из предыдущего ряда. 4 воздушные петли. Колечко вяжем столбик без накида.
И далее вяжем 5-й лепесток. Итого у нас 5 лепестков. С 5-го лепестка делаем переход на следующий лепесток. Вяжем 10 воздушных петель. Отсчитываем 6 петелек, вводим крючок в 6-ю, делаем соединительный столбик. Затем 3 воздушные петли. Первую петлю вводим крючок, вытягиваем петельку, перекидываем все цветочки под крючком, вяжем 1 столбик с 2 накидами в кольцо. Далее 3 воздушные петли, столбик без накида в кольцо. Итак, у нас готов первый лепесток следующего цветка. Далее мы вяжем второй лепесток, соединяем его на вторую точку, третий на третью, четвертый на четвертую. Итак, мы связали еще 3 лепестка и присоединили их. Вот это второй, третий и четвертый. Затем вяжем 5-й лепесток и с него делаем переход на новый цветок. Связали 5-й лепесток, сделали переход на новый цветок. И обратите внимание, далее у нас все повторяется. Первый лепесток соединяется сюда, второй сюда, третий сюда, четвертый сюда. И с 5-го делаем переход на новый цветок. Таким образом мы провязываем до конца ряда всего 7 цветочков. Мы закончили, связали 7 цветов. Давайте посмотрим, у нас в первом цветке должно быть тоже 5 лепестков. Они у нас уже есть, поэтому здесь мы лепесток не довязываем, переходим к следующему цветочку. Делаем цепочку 3 воздушные петли, затем в пространство между лепестками 1 соединительный стежок, затем опять 3 воздушные петли. Следующее кольцо столбик без накида и вяжем целый лепесток. Итого у нас во втором цветочке 6 лепестков, а в первом было 5. Итак, продолжаем вязать еще 1, 2, 3, 4 цветка по 6 лепестков, и в последнем должно быть 5 лепестков. Итак, мы закончили с вами 1, 2, 3, 4, 5 цветков по 6 лепестков, и в крайних, в первом и последнем, по 5 лепестков. Отрезаем кончик нити и прячем кончик нити внутри петелек. Теперь переворачиваем и точно так же 7 цветочков вяжем сверху. Мы закончили, связали 7 цветочков. При этом, обратите внимание, здесь тоже у нас в
В первом и в последнем цветках по 5 лепестков, в остальных по 6. Отрезаем кончик нити и нужно его спрятать. Давайте измерим наше донышко сумки. Длина 42 сантиметра и ширина 16 сантиметров. Обратите внимание, что на каждом цветочке есть вертикальный лепесточек. По ним будем ориентироваться и считать. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Итого по окружности у нас 16 цветков. Далее мы уже все ряды вяжем одинаково. Провязываем первые 2 лепестка в новом цветке и затем будем соединять. Без разницы, откуда вы начинаете, с середины или с краю. Мне удобнее отсчитывать с краю, поэтому я беру вертикальный лепесток с любого цветочка с краю, соединяю, делаю 4 воздушные петельки. Столбик без накидов кольцом. И далее давайте посмотрим внимательно. Мы присоединяем каждый цветочек на 3 точки. Первую точку я уже соединила, и осталось еще 2. Итак, мы провязали еще 2 лепестка. Итого я провязала 3 лепестка с соединением к предыдущим цветочкам. И так далее мы продолжаем. Здесь у нас тоже 1, 2, 3. Здесь 1, 2, 3. И так продолжаем вязать по кругу, всего 16 цветов. Пока что вяжем по 5 лепестков в каждом цветочке. Ну и как обычно, с 5-го лепесточка мы переходим на следующий цветок. Итак, я заканчиваю этот первый ряд. И это у меня 16-й цветочек. Теперь мне осталось только их вместе соединить. Итак, я связала 4 лепестка. Здесь можно немножко запутаться. Смотрите, вот здесь мы соединяем с вершиной цветка из предыдущего ряда. Это у нас 4-й лепесток. Далее мы вяжем 5-й лепесток, который мы будем соединять с цветочком из этого ряда. Это был первый цветочек. Итак, последний лепесток соединяем с первым лепестком первого цветка. И теперь давайте посмотрим. Вот здесь у меня, кстати, узелок нитки был. Ничего страшного, если они у вас будут встречаться. Их можно просто спрятать позади петель. Давайте посмотрим. Видите, у меня здесь везде нет 6-го лепестка. Обязательно нам нужно связать 6-й лепесток в каждый цветочек. Мы с вами это уже делали. И по всем цветочкам мы проходимся и провязываем верхний 6-й вертикальный лепесток.
И так далее. Мы продолжаем вязать верхние лепестки по всем цветам. Мы закончили, связали верхние 6 лепестки у всех цветочков, итого 16 цветов. Кончик нити отрезаем и прячем его внутри петелек последнего цветка. Далее мы продолжаем с вами, вяжем точно так же, как этот ряд, следующий ряд. И всего нам нужно связать таких 5 рядов. Начинаем присоединять от вертикального лепесточка и вяжем по кругу по 16 цветов в каждом ряду. Также я прогладила утюгом с паром цветы, и посмотрите, как они красиво расправились. Нужно, не торопясь, аккуратно с внутренней стороны, либо через тонкую ткань, либо просто так можно паром обдать и расправить вручную каждый лепесточек, и тогда у них совсем другой вид, они становятся гораздо красивее. Также хотела показать, как спрятать кончики нити. Когда вы будете присоединять новый моток, мы просто завязываем нитку, оставляем длинный кончик и затем провязываем необходимые нам петли по рисунку. И вот так вот кончик нити просто оставляем позади. Затем берем тонкий крючок и прячем кончик нити внутри петелек. И лишние ниточки отрезаем. В процессе вязания после каждого ряда я отпаривала утюгом каждый ряд. Я делала это просто без защитной ткани. Если рафия натуральная, то с ней ничего не будет, поэтому можно просто с внутренней стороны слегка проглаживать утюгом и обдавать паром. И затем аккуратно вручную еще помогать цветам расправляться. После того, как мы прогладим цветочки утюгом, они становятся мягче, и нам приятнее далее продолжать вязание. Итак, я закончила. Давайте посчитаем. Связала всего 5 рядов по 16 цветочков в каждом ряду. Здесь вот у меня цветок в середине. У вас тоже так же должно быть по рисунку. И далее следующий цветок мы выделяем маркером. От него отсчитываем 7 цветочков. И последний, седьмой, тоже выделяем маркером. То же самое делаем с другой стороны. 7 цветов выделяем маркером. Те цветы, которые мы выделили маркером, у нас будут идти на ручку сумки.
Итак, для вязания ручки мы опять провязываем 2 лепесточка из нового цветка. Затем вот этот вертикальный лепесток, который мы выделили, к нему присоединяем новый цветок. Затем продолжаем вязать цветочек и соединяем его. Присоединили новые лепесточки. Итого у нас 4 лепестка, с 5 делаем переход на новый цветок. Итак, продолжаем вязать всего 6 цветов. Закончили, связали 6 цветочков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 4-й лепесток присоединяем к отмеченной маркером петле. Итак, у нас здесь связано 4 лепестка, значит, нам нужно довязать еще 2 лепестка до 6. Довязали еще 2 лепестка и затем продолжаем. Во всех остальных цветах тоже довязываем верхний лепесток. Мы закончили, связали верхние лепестки во всех 6 цветах и заканчиваем этот ряд, отрезаем нитку и прячем кончик нити. В следующем ряду опять вяжем 2 лепестка для нового цветочка и присоединяем к верхней вертикальной петельке из цветка предыдущего ряда. И далее продолжаем. Вяжем всего 5 цветов в этом ряду и присоединяем их к предыдущему ряду. Итак, я закончила, связала 5 цветов. И далее мы продолжаем вязать этот треугольник. Он у нас постоянно сужается. В следующем ряду будет 4 цветка, затем 3 и затем 2. Вот такой треугольник у нас должен получиться. Я закончила, связала треугольник для ручки сумки. Давайте посмотрим. Здесь у нас 6 цветов, 5, 4, 3 и 2. Итого 5 рядов. И получается вот такой треугольник. Это ручка сумки. Я их прогладила утюгом, отпарила, поэтому они выглядят красиво, аккуратно. Теперь переходим на другую сторону и здесь вяжем точно такой же треугольник для ручки сумки. Связали второй треугольник. И теперь нам нужно сверху их соединить. Для этого нам нужно связать последний цветок. Это у нас будет 143 цветок. Мы начинаем вязание, замыкаем в кольцо цепочку из 6 воздушных петель. Затем вяжем первый лепесток. И сразу же с первого лепестка мы начинаем присоединять. Вводим крючок в вертикальный лепесток на ручке сумки и соединяем их вместе.
Затем вяжем следующий лепесток. Его присоединяем между лепестками из предыдущего ряда. И третий лепесток соединяем с вертикальным последним лепестком. Далее мы вяжем один независимый лепесток. Он у нас не будет соединяться ни с чем. Далее вяжем пятый лепесток, и он у нас будет соединяться с второй половиной ручки сумки. Присоединяем его ко второй половине ручки сумки, к первому вертикальному лепестку. Далее шестой лепесток соединяем в середине в углублении. Далее восьмой лепесток. Его соединяем с последним вертикальным лепестком. И далее точно так же, как с другой стороны, у нас идет один независимый лепесток. Он ни с чем не соединяется. Это девятый лепесток. И кончик нити отрезаем и прячем. Отпариваем последний лепесток и вообще все цветы, если у вас где-то есть замятия, то нужно их хорошенечко еще раз прогладить утюгом и отпарить. И вот такая сумочка у нас получилась. Давайте измерим по размеру. Получается ширина 45 сантиметров и высота без ручек 30 сантиметров, а с ручками 60 сантиметров.
Далее я буду шить подкладку. Беру ткань, желательно взять какую-нибудь плотную ткань. Вырезаем прямоугольник по размеру сумки. При этом прямоугольник у нас сложен в 2 раза, сразу, чтобы мы могли сделать 2 стороны сумки. Теперь вот так выделяем наши треугольные ручки и на ткани расчерчиваем и вырезаем 2 треугольника. Причем, обратите внимание, может быть, это и не обязательно, но я так сделала. Я сложила ткань пополам, и там, где у меня линия сгиба, это верх сумки, для того, чтобы не было у нас шва на самом верху, вот в том месте, где сумка будет соприкасаться с плечом, чтобы не натирало плечо. И вырезая треугольники, я сделала так, что они у меня сверху соединены вместе. И, как видите, вот так у нас будут присоединяться ручки к сумке. Вначале нам нужно прострочить основную деталь слева и справа, отступая 1 сантиметр от края. Затем складываем ее поперек пополам, выделяем углы. На сумке у нас полукруглые, закругленные углы, поэтому здесь нам тоже на подкладке можно нарисовать такие же по форме углы и прострочить их. После того, как мы прострочили уголки, лишнюю ткань отрезаем. Теперь мы берем наши треугольники для ручки сумки, загибаем по 1 сантиметру от края и нужно аккуратно прострочить. Готово. Прострочили края. Теперь складываем низ ручки сумки пополам и определяем серединку. Серединку прикладываем к шву на боку сумочки и аккуратно пришиваем 2 детали друг к другу. И последнее, что нам осталось сделать, это мы подгибаем верх подкладки на 1 сантиметр и аккуратно прошиваем. Теперь вкладываем подкладочку в сумку и закрепляем ее внутри булавками.
Далее можно пришивать либо на швейной машине, либо вручную. Я решила вручную, чтобы было более аккуратно. И вот так по краю пришиваю подкладку к сумочке. Мы закончили и пришили подкладку к сумке. Вот так у нас выглядит подкладка внутри сумки. Также я пришила уголки к сумочке внизу, для того, чтобы когда я буду доставать вещи из сумки, у меня подкладка не вылезала наружу. И на этом видео мастер-класс по вязанию сумки шопер с цветами заканчивается. Я желаю вам приятного вязания. Делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте меня, nitka.kz.